В истории должно быть 4 вещи. You must start with the product. 4 части. Первая часть это продукт. Some products are so interesting, they're so conversational. Продукт это интересная тема для того, чтобы начать дискуссию. The longer you can talk with someone, the greater a chance you can build rapport in a relationship. И через продукт можно построить вот долгий разговор и построить взаимоотношения с человеком. But after you've spoken about the product, then you need to tell people who's the company that makes these products. Но после того, как вы поговорили о продукте, надо рассказать о том, что это за компания, которая выпускает такие прекрасные A продукты. little bit about who Genes is. Немного о том, что из себя представляет Genes. And then you need to tell people about the opportunity. Потом же необходимо рассказать людям о возможности. You need to tell people that here in Kaunas, Что здесь, в Каунасе, this is a ground floor opportunity. все только начинается, возможности, все возможности открыты. It's a business that's going to grow. Это бизнес, который будет расти. There are hardly anyone earning serious income in Lithuania right now. В Литве пока еще очень мало людей, которые в нашей компании имеют большие доходы. And then the last part of the story И последняя часть истории, is then talking all about you. надо говорить о себе. Why you got involved. Почему ты сюда зашел? What you liked about the business. Что тебе нравится в этом What you liked бизнесе? about the products. Что тебе нравится в продуктах? And who are some of the people in the team that you're working with. С какими прекрасными людьми тебе нравится работать? And how you can help them. И как ты им помогаешь? That's the 4-part pitch. Это вот такой питч, состоящий из 4 частей, речь. Now you cover all of those bases, Когда вы все эти темы осветите, but then you listen to the responses of the person, вам стоит внимательно слушать ответы вашего собеседника. and you focus the conversation on where their interest lies. И далее следует фокусировать свою беседу на темах, которые интересны собеседнику. And most times that's going to be product. Чаще всего, конечно, все начинается с продукта. And if they start asking you lots of product questions, lots of product questions, lots of product Если они questions, вас начинают спрашивать вопросы по продукту и только по продукту, meet them at their needs. встречайтесь с ними, когда нужно. Don't start bashing them about network marketing and residual income. Не давите на них, что называется, информация о бизнесе и о остаточном доходе, Because they'll lose interest. потому что они потеряют интерес. If you have someone that asks you a lot of questions about the company and the opportunity, Если кто-то вам задает много вопросов по поводу компании и бизнес-возможностей, then I don't want you to talk product. я не хочу, чтобы вы им рассказывали про продукт. I don't want you to pull out a tube of instantly ageless Возможно, можно достать instantly ageless, вот одну, and start going dab all around the eyes. и показать что-то, что происходит вообще. Meet them at their needs. Но лучше встречаться с ними там, где их вопросы находятся. You've already sold them on the product. Если они уже и так готовы понимать все по продукту They want to find out about the business. и хотят понимать бизнес, то надо им рассказывать про бизнес. Now, if you have someone who comes back after your pitch and asks you a lot of questions about you, Если кто-то после вашего питча спрашивает вас, задает вам вопросы по поводу вас, what should you do in that situation? что вам надо делать в такой ситуации? Because this is where a lot of distributors get a bit scared. Потому что очень часто многие люди в таких ситуациях теряются и пугаются. I'd want you to get excited. Вам же, я считаю, что надо научиться вдохновляться такими вопросами. Because in your pitch, you've done a good enough job to sell them on the product and business. Потому что это значит, что в своем питче вы им продали уже и продукт, и компанию, и бизнес. Now you've got a good enough job in selling them on you. Вам остается продать только себя. Because here's the problem that we have, Потому что вот в чем проблема иногда. and it's worldwide. И она по всему миру такая. Many people have already joined a network business in the past. Многие люди уже присоединялись на каких-то этапах в прошлом сетевом How many маркетинге. people here in the room have ever joined a network company? Сколько людей в этом зале, которые на разных этапах присоединялись к компаниям сетевого маркетинга? Everyone. Практически почти все. And for those people who put their hand up joining a network marketing company previously, how many of you found it was a wonderfully pleasurable experience? И из тех, кто ранее присоединялись к компаниям, кто из вас думал, что это был хороший опыт, приятный опыт? Well, I think if it was that pleasurable in the past, you probably wouldn't be in the room here today. Многие не приходят в зал сегодня, если было такое большое удовольствие раньше. The reality is, for most people, it wasn't pleasurable. Для большинства людей в реальности это не был самый удачный A опыт. lot of people had someone who enrolled them,
Часто было такое, что тот, кто их подписал, that became invisible within a week, 2 weeks, a через month. неделю или две, или через месяц исчезал. They weren't getting any support. Они не получали никакой поддержки и помощи. They were feeling frustrated. Они разочаровывались. Have any of you heard this saying? Кто-то из вас слышал такое высказывание? Once bitten, Один раз тебя побили, twice shy. и ты в 2 раза стал более скромным. People want to feel that next time around they want to be a little bit more careful with choosing the right business partner. Люди в 2 раза больше ощущают опасность, если 1 раз они ее испытали в бизнесе. So there's 2 things that are going on inside someone's head. 2 вещи происходят в голове в такой ситуации. Number 1, do they believe in the business opportunity and the product? Верят ли они в бизнес, в возможности продукта? And do they believe you're the right person that can help them? И они оценивают, достаточно ли ты правильный человек, который может им помочь. You need to be that person. И надо уметь становиться таким человеком. Now let me ask you another possible outcome. Sometimes this pitch doesn't work, and is that okay? Еще есть, бывает, ситуации, когда ваш питч вообще не работает. Is it okay for people to say no? И хорошо ли людям говорить вам нет? Are you going to feel rejected? Вы будете чувствовать себя, что вам отказали? Because if you have someone that's horribly negative, Потому что бывают люди, которые тотально негативны. and they say, I'm not И interested, они говорят, я не заинтересован, I don't like anti-aging products or health меня не products, интересуют продукты против старения, меня не интересуют продукты для здорового образа жизни. and this is one of these pyramid companies. И, возможно, вообще пирамида какая-то. Do you know there's even something a good networker can do in that situation? Что в такой ситуации хороший сетевик делает? Remember, part of our job description is not to convince people. Часть нашего описания, нашей позиции, нашей работы, это в том, чтобы не убеждать людей. So say to that person, Скажите этому человеку, I'm not here to convince you of something you're obviously not comfortable with. я не собираюсь тебя убеждать в том, в чем ты себя чувствуешь некомфортно. But maybe you can help me. Но, возможно, ты можешь мне помочь. Even the most annoying, obnoxious, negative people Это можно сказать даже самым плохим, надоедливым и неприятным людям. are still wired up to help someone else if it's easy to do. Я, наверное, я смогу тебе помочь, но я настроен все равно помочь кому-то, если у меня получится. So maybe you could help me. Возможно, ты сможешь помочь мне. Do you know 3 or 4 people Знаешь ли ты 3 или 4 человека, that would find this product and business model которым нужен был бы такой продукт или такая бизнес-модель, of more interest than you? которым это было бы интересно, более интересно, чем тебе? I've had some incredible referrals У меня бывали случаи, когда я получал очень интересные адреса в такой from some of ситуации. the most annoying people. И от людей, которые мне казались абсолютно безнадежными. So remember, if you're a good networker, Если вы хороший сетевик, you pertain to what's called best work practice. и вы стараетесь придерживаться наилучших этических практик работы, You're always doing things in a way вы всегда делаете вещи таким образом, where the best possible outcome is always possible. чтобы наилучший результат был всегда возможным и вероятным. See, the lifeblood of network marketing is talking with people. Кровь в жилах сетевого маркетинга – это разговор с людьми. The number 1 category that where you'll enroll people from Основная категория, из которой вы подписываете людей, is from your list. это из вашего списка. Number 2 Категория 2 will be from people that are referred to you. – это те люди, которые вам были, что называется, отправлены к вам вашими предыдущими контактами. Now you can see how your pitch influences the quality of your referrals. И теперь вы можете почувствовать, насколько ваш питч настроен на качество тех людей, которые посланы к вам другими людьми. If you pitch product, Если вы говорите продукт, what are you going to get referred? кого к вам тогда отправят ваши другие люди? Customers. Только потребителей. I know this person with the worst pimples. Я знаю этого человека, у которого там на лице не прыщики. I know someone who's so tired they can't get out of bed in the morning. Я знаю того человека, который настолько устает на работе, что не может встать с утра, и ему, собственно, тоже нужен продукт. But if you pitch the full story, Но если вы будете питчить, рассказывать всю историю, you're more likely to be referred to the very people you're looking for.
то к вам отправят тогда тех людей, которых вы ищете. Entrepreneurs. Предпринимателей. Does that make sense? Понимаете? It does. Let me give you the hardest pitch I've ever had to do. Вот, наверное, самый тяжелый питч, который я когда-нибудь делал в жизни. I want you to imagine this. Представьте себе. I have a lady, 83 years of age. Передо мной сидела женщина, ей было 83 года. She's cranky. Она была с неприятным характером. A bit ill-tempered and negative. У нее был вызывающий болезни характер, она была негативна. She's poor, she's on government support. Она очень бедна, она находится на правительственной поддержке. Would you pitch the story to her differently? Рассказали бы вы историю ей по-другому? Because I had one voice on one shoulder. Потому что у меня один голос мне в одно ухо говорил одну вещь. Telling me this. Расскажи следующее. This person is never ever going to build a business. It's impossible. Этот человек, эта женщина никогда не построит бизнес, это просто невозможно. Just show her how to get the product wholesale. Просто расскажи про продукты все и хватит. Because she won't be able to afford it anyway. Потому что она все равно даже продукты не сможет купить. Could you be forgiven to be thinking that? Вот, наверное, каждый из вас бы думал то же самое. But I had a voice on the other shoulder. Но на другой плече у меня, мне в ухо другой говорил другой голос. And it was saying, perfect pitch, perfect pitch. Рассказывай всегда полный питч. Tell her the full story. Расскажи ей полную историю. So I did the full story. И я рассказал ей полную историю. And before I could even finish the whole thing, И до того, как я закончил всю эту историю, and I started talking about myself and why I was и involved, начал последнюю часть про себя и почему я подключился к этому she бизнесу. got very cranky. Она, в общем, уже была достаточно в неприятном настроении духа. She said, all I'm interested in is to get the product cheaply. Она сказала, мне просто интересно, как купить ваш продукт, но подешевле. Don't talk to me about the business. Не рассказывай мне про бизнес. Even if I earn money, the government will take my money away. Если бы даже я заработала деньги, правительство все равно отберет мои деньги. So I enrolled her as a customer Ну, я подписал ее как клиента. and went about my day. И, в общем, это был мой день. You want to know what happened? Хотите вы узнать, чем закончилась история? Because I did something in a way where the best possible outcome is possible. Потому что я сделал тогда, в согласии со своим настроем, настройка на то, что лучший вариант, лучший выход из ситуации всегда возможен. And lightning did strike. И молния таки ударила. 1 month later, I had a phone call from a lady I'd never spoken to before. Через месяц примерно мне позвонила женщина, с которой я никогда в жизни не встречался, не разговаривал. And she rang up and said, is your name Lyndon Biernoff? И она позвонила, сказала, вас зовут Lyndon Biernoff, And are you involved with building Jeunesse here in Australia? И вы здесь, в Австралии, строите бизнес Jeunesse? Because my mother has given me your number. Потому что моя мама дала мне ваш номер телефона. I've noticed that my mum has changed her skin and health. Я увидел, что у моей мамы меняется качество кожи, здоровье стало получше. And she said to me that there's a business attached to these products. И она сказала, что это не только продукты, но там есть и бизнес-возможности. And I'm actually an entrepreneur. И я, на самом деле, ее дочка, но я еще и предприниматель. I have a chain of hotels here in Australia. У меня здесь в управлении сеть отелей в Австралии. Can you tell me about this business? Расскажи мне, пожалуйста, о бизнесе. She joined with me. И она подписалась под меня. And she enrolled 37 people in her first month. И она за первый месяц подписала 37 человек. Do you get the wisdom of the perfect pitch? Но вот в этом мудрость, собственно, питча. If I just spoke to that old lady about products, what would have happened? Если бы я рассказал той пожилой женщине только о продуктах, чем бы все закончилось? Nothing. Ничем. Best work practice put me in the situation where something could happen. Но лучшая практика, на которой я был настроен, поставила меня в ситуацию, когда нечто случилось. And you don't need something to happen very often. И такое не должно случаться очень часто. Because you only need 6 good leaders to get you to Sapphire Elite and Ruby. Потому что нужно там математически только 6 ключевых людей, которые могут поднять вас на уровень Sapphire Elite, Ruby. And just a dozen good leaders to get to Diamond. Или 12 отличных людей, которые могут быстро поднять вас на уровень бриллианта. I've got a good chance that might be one of my dozen leaders. И я вот думаю, что это, собственно, персона, это одна из тех 12 человек, которые являются моими ключевыми лидерами. Another thing as a good networker is knowing that the fortune is in the follow-up. Другая вещь, о которой умный сетевик должен всегда помнить, это в том, что удача
свод над тем, кто делает follow-up, кто делает вторичные, третичные, следующие еще разговоры. Последуют. A lot of people let good contacts slip between their fingers. Многие хорошие контакты уплывают меж пальцев. Not everyone will enroll on the first conversation. Ну, потому что просто после первого разговора не все подписываются. In fact, on average, В среднем, if people like myself are interviewed, если люди, как я, интервьюируются, how many times were you spoken about your opportunity before you joined? сколько раз с тобой проговорили об этой возможности до того, как ты подписался? The average for successful networkers is about 5 times. Среднестатистическое число это 5 раз с тобой говорили, пока ты не подписался. Guess how many times most often people talk to someone else? А сколько люди в целом говорят с кем-то еще? Once. Один раз и забывают про If него, you если тебя don't follow отказали. up, Если не проводить вторые и третьи разговоры, again, you might be missing one of your 6 people to take your можно life упустить changing ту outcome. возможность, когда, собственно, появится один из этих ключевых 6 людей. So, for your contacts, if they don't say yes to begin with, Поэтому, если вам сразу не сказали «да», then make sure that you call them back in 90 days то помните о том, что через 90 дней надо позвонить and let them know how you're performing, и рассказать им, что происходит и что у вас творится в жизни. because things change. Потому что с течением времени вещи меняются. The largest distributor in the country of the Philippines Самый чек номер один, самый большой дистрибьютор на Филиппинах, was contacted by their enroller был проконтактирован своим наставником once a month, every month for a year. раз в месяц, каждый месяц в течение года. No, 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 no. Ну вот один раз он сказал нет, And on the 12th occasion, а на 12 раз он сказал, things have changed, I'm ready. я, в общем, готов, у меня жизненная ситуация такая, что я готов. That person is the largest distributor in the И Philippines. сейчас он чек номер один на Филиппинах. If you have a customer, contact them at least once every 2 months. Если у вас есть потребители, к ним тоже стоит возвращаться раз в 2 месяца. Make sure they're happy. Make sure they're supported. Убедиться, что они счастливы, убедиться, что у них есть необходимая им поддержка. Because sometimes customers get such a good result with the product, Потому что иногда потребители имеют такие хорошие результаты от продукта, they come back and say, when you shared the story about Jeunesse with me, что они возвращаются к вам и говорят, поделись со мной историей Jeunesse. you told me a bit about the business. Ты мне что-то говорил там про бизнес. I wasn't interested then, Тогда я был не заинтересован. but I'm getting lots of people asking me questions. Но сейчас вот уже у меня есть люди, которые задают мне вопросы. I'm ready to know now. И я готов послушать сейчас. If you have a distributor, Если у вас есть дистрибьютор, you must talk with them monthly. с ним надо разговаривать раз в месяц. And if you have a business builder, someone who is a pearl or a sapphire, Если у вас есть строители бизнеса, те, кто уже достигли перл или сапфир, then you must talk. жемчуг или самфир, Then you must talk with them every week. то есть с ними надо говорить раз в неделю. And if you have a team leader, one of your 6, А если у вас есть тим-лидер, один из ваших вот этих 6 ключевых людей, talk with them every day. с ними надо говорить каждый день. Plan, build together. Планировать, строить вместе. That's the best way with customer service. И это самый лучший путь правильного обслуживания, что называется, ваших людей. Because customer service is all about taking someone a step further. Потому что правильное обслуживание ваших клиентов, что называется, это всегда взять и поднять их на шаг выше. If you give great service to a prospect, Если вы оказываете хорошие, прекрасные услуги вашим перспективным клиентам, if you're following up and supporting, если вы с ними встречаетесь снова и поддерживаете их, that prospect gets upgraded to a customer. такой перспективный клиент может стать полноправным потребителем. And if you give great support to a customer, Если вы оказываете хорошую поддержку потребителю, you're wanting to upgrade them to a distributor. он может стать дистрибьютором. And if you've got a distributor and you give them great service, Если дистрибьютору оказывается правильная поддержка, you want to upgrade them to a business builder. он может стать строителем бизнеса. And if you give great service to a business builder, А если ему оказывается, в свою очередь, хорошая поддержка, they just might be your diamond. они могут стать вашими бриллиантами под вами. It all sounds fairly simple, Звучит все очень просто.
but a lot of people struggle to do it properly and follow through. Но очень многие люди с трудом все это делают. So how do you manage your time if you're a network marketer? Как управлять своим временем, если вы работаете в сетевом маркетинге? There are a few things that you need to focus on. Есть несколько вещей, на которых надо сфокусироваться. Prospecting, Поиск новых потенциальных клиентов, the support system, система поддержки and also customer service or team management. и обслуживание потребителей или управление своей командой. So if you're a brand new distributor and you're just starting out, Если вы новичок и вы только начинаете, put all of your time, 90%, into prospecting. 90% надо на поиск новых людей. Build a foundation of your business. Надо построить фундамент вашего бизнеса. Because remember, for every 10 conversations you might enroll one, Потому что из 10 человек, из 10 разговоров вы подписываете только одного. but for every 10 people you enroll, Но на каждые 10 человек, которых вы подписываете, you may only have one business builder. Будет только один строитель бизнеса. So you need to build a good base of 20 to 30 enrollments. То есть нужно построить хорошую базу, 20-30 подписантов. You don't really have a team to give team support to, so you focus on the system. У вас пока еще нет команды, чтобы оказывать ей шикарную поддержку, поэтому вам надо сфокусироваться во вторую на построении системы. Live events, meetings, Мероприятия, причем мероприятия вживую, встречи вживую, Trainings, тренинги, webinars, вебинары. And also three-way calls with your leader, or Skype calls. Трехсторонние звонки или звонки по Skype, сторонние с вашими лидерами. Now, when you become a business builder, Когда вы становитесь строителем бизнеса, you're a pearl, a sapphire, когда вы уже жемчуг или сапфир, then the percentages change a little bit. процент меняется. You're now putting together a team yourself. You need to give them a little bit of support, keeping your team happy, 10%. Надо уделять уже времени, порядка 10% времени команде, потому что у вас уже есть команда. But you see how much time you still put into enrolling? Но вы видите, что все еще много времени вы уделяете поиску новых людей. It's the majority of your time. Это все равно пока еще большее количество вашего времени, наибольшее. And you start putting in a little bit more time with regards to meetings and events, the system. И вы уделяете больше внимания теперь системе вашей тоже. Now, if you're a team leader, this is where you're earning life-changing income. You are a ruby, an emerald, a diamond. Вот если вы уже лидер, вы уже стали рубином, эмеральдом, либо бриллиантом, то у вас меняются и цифры здесь, пропорция. You're still spending 50% of your time enrolling. Вы все еще 50% времени тратите на подписание. But you're putting more time into the system, the support structure. Но вы уже больше времени уделяете системе. And also team management, managing your group. Работа с командой. But this number never falls between 50%. Но это число никогда не должно падать ниже 50%. Leadership is what your business will live and die on. Лидерство – это то, на чем базируется и живет или умирает ваш бизнес. Who's ever heard of the concept of leading by example? Кто когда-либо в жизни слышал такое, что лидер должен вести своим примером? The greatest influence a leader has over their teams is to inspire them. Самое правильное лидерство – это когда лидер вдохновляет своим собственным примером свою команду. You set the pace. Потому что вы, что называется, настраиваете команду на работу, вы настраиваете настройки. Guaranteed every person, every leader Каждый лидер, каждый человек that has a team that becomes sluggish может иметь команду, которая со временем становится очень ленивой. the enrolling and growth starts to stop. Когда подписание и рост начинают останавливаться, а потом замедляться и падать. When I'm counseling that leader, Когда такого лидера ты убираешь, I find out that their enrolling has already slowed and stopped. когда такого лидера ты экзаменуешь, тогда ты видишь, что он, собственно, такие настроения задел в своей команде, его личные подписания и работа падает. So if you're a leader and you want your team to enroll, Если ты лидер и ты хочешь, чтобы твоя команда подписывала, what do you need to do? что тебе надо делать? You need to enroll. Надо подписывать самому. There is no greater act of leadership in Jeunesse than the act of enrollment. Нет лучшего лидерства, чем активное рекрутирование.
It's the beginning of your relationship. Это начало ваших взаимоотношений. It's the foundation of life-changing income. Это фундамент изменения жизни к лучшему. And it's the greatest act of leadership of you demonstrating how valuable this business is. Это лучшее активное лидерство, которое вы можете продемонстрировать в своей команде. You want to also qualify how much time you give your prospective leaders. Вы также должны понимать, сколько времени вы уделяете своим перспективным лидерам. Put the majority of your time into the small number of people within your business that are doing all the right things. Наибольшее количество времени надо уделять наиболее перспективным людям, которые наибольшее количество времени сами работают и которые больше всех. Know that actions speak louder than words. Действия говорят громче, чем слова. Make sure that you support the people that are leading by their actions. Надо поддерживать тех людей, которые сами лидируют и проектируют лидерство своими поступками. Rather than their words. А не словами. The best leaders in Jeunesse Лучшие лидеры в Jeunesse most times took massive action in their first 60 days. В первые 60 дней сами предпринимали активные действия. When I see a new person who enrolls that takes off quickly, Когда я вижу нового человека, который подписывается и резко растет, then I know they could be a superstar. я понимаю, что они будут суперзвездами. If you've got someone who's not demonstrating the right actions, but they're talking, saying all the right things, Если вы видите кого-то, у кого нет активных действий, но много разговоров, they might need more exposure to Jeunesse until they get serious. возможно, им стоит позже обратиться к Jeunesse, когда они будут более серьезны. More webinars, more live events. Возможно, им стоит посетить больше вебинаров, больше мероприятий, активных, живых мероприятий. Sometimes we want it for the people we enroll more than they want it themselves. Иногда мы хотим от людей большего, чем они сами хотят от себя. You need to be devoted to your craft as a network marketer. Надо посвятить себя обретению этого мастерства в сетевом маркетинге. You need to commit to mastering repetition. Надо стать мастером повторения. The things that we need to do the most are the things we need to do the best. Те вещи, которые нам наиболее нужны, надо научиться делать наилучшим образом. So master your pitch. Станьте мастером ваших речей. Tell the story often and love sharing the story. Рассказывайте историю очень часто и полюбите рассказывание этой истории. Commit to best work practice. Настройтесь на лучшие практики работы, Doing the best things. на то, чтобы делать лучше. And also commit to the principle of CANI, C-A-N-I. И вот настройтесь на принцип сокращения вот этого CANI, which means constant and never-ending improvement. Это аббревиация, которая значит постоянное и никогда не заканчивающееся улучшение. On the side you want to avoid, don't compromise. Вы хотели бы также избегать компромиссов, Don't cut corners. не огибать углов, Don't delegate. не делегировать Don't try and do it the most convenient way. и не делать то, что наиболее удобно. And the last slide, just to finish. И последнее, на чем бы я хотел закончить. I'm going to get Vlad to read this out in a minute. Oh, well, we might have Tamara. I want this little story to be read. This is one of the world's best network marketers. Я хотел бы, чтобы эту историю зачитали, потому что это одна из лучших историй в сетевом маркетинге. George is a university professor who stands bigger than me. George это профессор в университете, который больше, чем я. And he's been a multi-millionaire for decades. И он был мультимиллионером целые несколько десятков лет. What we're going to hear from that's actually you can all read this, can't you? Вы можете прочитать или не можете? Not all. We're from Latvia. Ah, well there we go. But this was shared during George's presentation to a big audience. Это вот то, что рассказал Джордж большой аудитории на презентации. And there's some good wisdom here. И тут есть мудрость некая. So Tamara, do you want to read that out to everyone or someone? Тамара, вы сможете это прочитать сами? Ну, так на русском прочитайте. С автоматическим переводом.
Тогда я прочитаю по-литовски здесь, это не я переводила, но я постараюсь вам перевести смысл. Reiškia, jis nekreips dėmesio į negatyvus komentarus ar žmonės, kurie tiesiog padeda ragelį. Jis tiesiog nepripažįsta atmetimo reakcijos. Jis nesulėtins tempo vien dėl to, kad спонсорируемо dar vieną сavaранкишка суперзвезды. Здесь речь идет о том, что вот сравнение как с роботом. Вот понимаете, когда есть робот, он никак... Что делает робот, да? Он есть запрограммированный. И он запрограммирован звонить определенному количеству контактов. И он не обращает внимания и эмоционально на негативные комментарии, да? То есть вот он как робот берет, звонит, и если люди ложат какую-то трубку, он тоже на это не реагирует. И он ищет вот еще одну, спонсирует, как бы, чтобы найти еще одну суперзвезду, да, в этом деле. Если все есть скамбинс, он просто будет звонить и звонить. И он никогда не устанет. Прислегтас нота и косвенишас нусивилис. Он никогда не будет там в плохом настроении, или разочарован, либо еще что-то. Есть не уж программота вместе дарба. Он никогда не запрограммирован бросить эту работу. Есть не уж программота с реаготи и жмоню номаня. Он не запрограммирован реагировать на мнение людей. Есть тесек atrinkinėjai ir sponsoruoja žmonės, kol galų gale pasiekia išmokų plano viršūnę. Он просто запрограммирован, чтобы спонсировать и отбирать людей, да, выискивать вот этих людей, пока сам не взойдет на вершину успеха. Вот вам пример робота и как это ваша, как сказать, реакция, ваше отношение к делу, да? Все, я перевела. Did most of you understand the wisdom behind that? Вы поняли мудрость, стоящую за этим делом? Excellent, excellent. Well, before I just hand back to Tamara, one thing I'd love to do as I travel around the world is to add another photo to my collection of photos from all of my events. So I might quickly grab my camera here. Он сейчас хочет фотографию сделать очень быстро.